Пес, держа в зубах трость, умолял полицейского помочь. Эта история заставила всех плакать. Уважаемые зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, откуда вы смотрите. Нам действительно интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! В маленьком приморском поселке Сильвер-Крик большинство жителей считали Артура Блейка спокойным, практически невидимым пожилым человеком, жившим в одиночестве в скромном доме недалеко от старого пирса. Его супруга умерла много лет назад, дети разъехались, и единственным созданием, скрашивавшим его дни, был Бадди, белый лабрадор с пушистой шерстью и выразительными темными глазами, в которых всегда светилась безграничная преданность. Каждое утро Артур, едва различая звук утреннего прибоя, на ощупь находил на кухонном столе кружку, заваривал крепкий чай, брал свою специальную трость для слабовидящих, тонкий металлический стержень с ярким наконечником, и выходил вместе с Бадди на неспешную прогулку по узкой тропинке, вившейся между песчаными дюнами и невысокими кустарниками. Лабрадор всегда шел на несколько шагов впереди, периодически оглядываясь, чтобы удостовериться, что хозяин следует за ним, а когда наконечник трости Артура натыкался на камешки или сучья, Бадди делал короткую паузу, словно подстраивая свой темп под замедленные шаги человека. Это была их ежедневная мелодия движения, простая гармония, помогавшая Артуру ощущать связь с миром, несмотря на угасающее зрение. То утро ничем не отличалось от предыдущих: влажный воздух, соленый запах моря, отдаленные крики чаек. Но на середине пути нога Артура неожиданно попала в ямку между корнями старого дерева, скрытую под слоем песка и сухих листьев. Он потерял равновесие, трость выпала из его руки, и острая боль пронзила бок и бедро, заставив тело ослабеть и рухнуть на землю. Бадди, услышав глухой звук падения, мгновенно развернулся, подбежал к хозяину и начал тихо скулить, обнюхивая его лицо, пытаясь понять, что случилось. «Я в порядке, мальчик, все хорошо», — прошептал Артур, но его собственный голос прозвучал слабее, чем он ожидал. Он попытался приподняться, однако боль накатывала волнами, делая каждое движение невыполнимым. Мир вокруг казался слишком пустым, слишком огромным, а в ушах слышался лишь шелест ветра в сухой траве. Он позвал на помощь, но в ответ доносилось лишь дыхание моря. Бадди издал тревожный лай, то тихий, то громкий, и снова прижался к Артуру. Прошли долгие часы. Солнце поднялось выше, начало медленно клониться к горизонту, окрашивая песок в теплый золотистый оттенок. Жажда жгла горло Артура, каждый вдох отдавался болью. «Бадди, иди найди кого-нибудь», — едва слышно попросил он. Лабрадор замер, будто пытаясь осмыслить, действительно ли хозяин хочет, чтобы он ушел. Он осторожно коснулся влажным носом щеки Артура, потом повернулся к лежавшей неподалеку трости. Несколько секунд Бадди изучал ее, затем аккуратно взял в зубы за рукоять и поднял, слегка повиливая хвостом, словно говоря: «Я понял». Он в последний раз взглянул на хозяина, затем побежал к дороге, оставляя цепочку быстрых следов на земле. На главной трассе офицер полиции Томас Рид только что завершил патрулирование на своем внедорожнике и собирался возвращаться на станцию, когда из-за слепящего солнечного света на обочине возникла фигура крупного белого пса, который явно прихрамывал и нес перед собой длинный блестящий предмет. Бадди остановился прямо перед машиной, опустил трость, громко залаял, затем снова поднял ее и сделал несколько шагов назад, устремив взгляд прямо на офицера. Томас нахмурился и тихо произнес: «Эй, приятель, что у тебя там?» Но Бадди не сдвинулся с места, лишь снова залаял и отступил еще на шаг, будто приглашая следовать за собой. Рид взял фонарь и пошел за собакой,
пробираясь через густые заросли и песчаные холмы. Спустя несколько минут луч света выхватил из темноты фигуру, лежащую на земле, бледный и неподвижный старик с вытянутой рукой, будто пытавшийся дотянуться до трости. Рядом, на земле, отчетливо виднелись следы зубов на рукояти металлического стержня. Томас опустился на колени, проверил пульс и немедленно вызвал подмогу. Позже, уже в больнице, когда Артур пришел в себя в чистой, светлой палате, ощущая тепло одеяла и мягкое шипение кислорода, он сразу заметил рядом свернувшегося Бадди, который едва держался на ногах от усталости, но упорно не отходил от хозяина ни на шаг. Врач, улыбаясь, рассказал, что лабрадор самостоятельно вынес трость на дорогу, остановил патрульную машину и буквально заставил офицера идти за собой, пока не привел его к Артуру. Глаза старика наполнились слезами. Он отыскал ее и принес мой ориентир, мой мальчик всегда знал, что мне нужно, прошептал он, гладя Бадди за ухом. Офицер Рид, стоявший рядом, добавил, он ни за что не позволил бы мне уехать, пока я не пошел за ним. Ни за что. История быстро распространилась по местным радиостанциям, затем по региональным новостям, а позже и по всей стране. Заголовки пестрели словами: лабрадор-спаситель привел полицию к слабовидящему хозяину, неся его специальную трость. В дом Артура начали приходить письма со всего света. Одни называли Бадди героем, другие чудом, третьи ангелом в собачьем облике. Когда через несколько недель Артур вернулся домой, он аккуратно повесил свою трость на крючок возле двери. Следы зубов он не стал стирать и не собирался, они стали частью их истории, напоминанием о том, что любовь не знает преград. Каждое утро он клал руку на голову Бадди и тихо говорил: «Ну что, приятель, готов? Пойдем прогуляемся». И где-то между солеными ветрами, мягким песком и теплым светом их следы снова переплетались, оставляя на земле доказательства того, что истинная преданность всегда находит путь, даже когда глаза видят лишь очертания мира. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!